Привет! Сегодня в ролике речь пойдет об очень бюджетных беспроводных наушниках под названием Lenovo LivePods. И я неспроста объединил название наушников с фирмой-производителем, ведь как таковым производителем этих наушников Lenovo не является. Это классический случай OEM продукта, который китайский гигант электроники выбрал для продажи под своим брендом. И в данной ситуации это скорее хорошо, ведь хочется верить, что эти наушники перед выпуском как минимум были протестированы специалистами компании, а уже затем выпущены в серию. Lenovo LivePods или модель LP01, это второе название данных наушников, я заказал на Алиэкспрессе за 1000 рублей, что по нынешнему курсу составляет примерно $13. И вот если взять во внимание такую небольшую их стоимость, то за эти деньги наушники получились довольно неплохими. Разумеется, все относительно, и чего-то феноменального ожидать от них не стоит, все соответствует их стоимости, начиная с упаковки и заканчивая самим устройством. Зарядный кейс и наушники сделаны из белого глянцевого пластика, который по тактильным ощущениям очень дешевый. Но, к примеру, в тех же вкладышах Tronsmart Onyx Ace материал был практически таким же. Зарядный кредл довольно компактный и имеет размеры по длине, ширине и высоте 61, 22 и 46 мм соответственно. Крышка кейса хоть и без доводчика, но особо не болтается, во время закрытия фиксируется на магнит. Примечательно, что интерфейс зарядки в кейсе USB Type-C, что весьма необычно для данного ценового сегмента. Сам разъем расположен в нижнем торце корпуса. Внутри установлен довольно скромный аккумулятор на 300 мАч, а в каждом наушнике по 40. Но тем не менее, во время проверки на автономность случилась довольно странная ситуация. На максимальной громкости в паре наушники отыграли у меня 2,5 часа, после чего первый отрубился, а левый продолжил играть дальше и показывал в этот момент 60% заряда. Как такое возможно при условно идентичных аккумуляторах, остается только гадать. И вот окончательно гарнитура села спустя еще полчаса. Так что суммарно получилось из них выжать 3 часа проигрывания. Но вот как оценивать результат автономности в таком случае, я, если честно, не знаю. Скорее всего, правильно будет учесть время работы именно в паре – 2,5 часа. Сами наушники сидят в моих ушах очень комфортно, комплектные амбушюры вполне себе годные, сенсор для управления функциями мультимедиа расположен в верхней части ножки, и он здесь очень чувствительный к касаниям, даже пока их вставляешь в уши, нет-нет, да что-то запустишь, либо ассистента, либо трек. Но надо отдать должное, что функции управления сюда запихнули все. Одинарное касание запускает трек или ставит его на паузу. Тройное перематывает композиции на правом вперед, на левом назад. Удержание пальца на сенсорной области вызывает голосового ассистента, а управление громкостью реализовано двойным касанием. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать, как в этих наушниках работает микрофон. Проверяем работу микрофонов в наушниках Lenovo LivePods. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Сейчас по традиции буду открывать окна. И вот так вот задувает ветер, шума становится намного больше. И вот так вот у вас будет слышать собеседник, если вы будете разговаривать с ним по этим наушникам. Вот такой классный условия. Ну и по традиции второй тест печкой. Я сейчас буду прибавлять волюмен печки, и мы будем слушать, как работают микрофоны на максимуме искусственно созданного шума. Вот так вот на двоечку, на троечку и на четверочку. Вот таким образом звучат микрофоны в наушниках Lenovo LivePods. Вы можете оценить их качество. Подключение к смартфону происходит по извлечению любого наушника из кейса. Никаких кнопок активации и сброса здесь нет. Интерфейс соединения Bluetooth версии 5.0. Причем, что характерно, пользоваться наушниками можно как правым, так и левым по отдельности, оставив второй внутри кейса. А вот из аудиокодеков, что ожидаемо, на борту имеется только SBC. Качество звука полностью соответствует цене, и здесь у нас ничего необычного. Все частоты играют хорошо и не перемешиваются друг с другом. На максимальной громкости ничего не хрипит и не свистит, что уже не может не радовать. То есть, как ты понимаешь, это такой обычный среднячок. Разумеется, феноменального звучания ты в них не услышишь, но тем не менее и плохим, как в тех же UMDG UPods, звук я назвать не могу. В общем, за свою цену звучат они нормально, и от SBC ожидать чего-то большего было бы странно. Что же касается игр и ютуба, то скажу однозначно и сразу, данные наушники не для этого. И вот если при онлайн просмотре роликов задержка звука еще куда ни шло, то вот в игровом процессе, по крайней мере в динамичных играх по типу PUBG Mobile, ловить с этими наушниками нечего. Разве что только хедшот, и тот с опозданием. Ну и подводя некий итог, что могу сказать.
В целом наушники за свои деньги получились неплохими и где-то даже интересными, особенно если на какой-нибудь распродаже их получится урвать еще дешевле. Посуди сам, управление здесь полноценное, по отдельности они подключаются, автономность 2,5 часа не то чтобы супер, но и не совсем дно, да и звук в них довольно неплох. Единственное, что прям совсем не понравилось, так это очень чувствительный сенсор. Во всем остальном же они вполне могут конкурировать с теми же Redmi AirDots первого поколения. А вот если тебе хочется что-то получше и поинтересней, то смотри мой плейлист «Наушники и звук», где собраны все мои обзоры по беспроводным наушникам. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока-пока.